Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Сегодня у меня вот такая работа. Боди для новорожденного. Связана в 2 ниточки просто детская пряжа и травка для красоты. Меня попросила связать моя доченька, которая родила 3-го внучка. Вернее, у меня внучка и теперь же 2-й внук. Попросила связать такое боди для фотосессии, поэтому у меня-то и травка есть. Вот, все размеры я взяла, я купила боди маленькое для новорожденных и по нему сверялась. Вот, поэтому, если вам нужно связать детское боди для новорожденных, то можете смело брать мои мерки. А можно купить боди и по нему делать примерочки. А я показываю принцип, как я вязала, как я набирала, как у меня получилось. Получилось неплохо. Предлагаю посмотреть. И также шапочка. Помните, мы вязали буквально пару дней назад? Шапочка цыпленок. В итоге комплект цыпленок у меня готов. Предлагаю посмотреть. У меня вот такая пряжа детская, серия Baby. 140 метров, 50 грамм. Мы начинаем вязать детское боди с набора воздушных петель. Крючок я взяла 3,25, можно взять троечку. У меня просто тройки нет. Набираем 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 воздушных петель. Размер для новорожденных. Держим палец, 2 воздушные петли набрали, вот, и там, где у нас палец, вот 3 петли, это первый столбик. Идем дальше. Нам нужно связать 14 столбиков с одним накидом. Это наша первоначальная наборная такая планка. 14 столбиков с одним накидом набираем. 14 столбиков с одним накидом провязали. И теперь 2 воздушные петли подъема вяжем всегда. В первую же петлю вяжем еще один столбик. Теперь наша задача такова. Мы провязываем туда и обратно столбики с одним накидом. И в первом, и в последнем столбике мы их увеличиваем. Провязываем по 2 столбика. В самом начале и в самом конце. Вяжем таким образом, чтобы сколько сантиметров, вернее, сколько рядочков я не могу сказать, а по табличке для вязания новорожденных нам нужно провязать 18 сантиметров, чтобы у нас прошло увеличение. Причем нам нужно связать 2 части такого вязания, такого начала. В каждом столбике в начале 2 провязываем и в конце, в начале, в конце, в начале, в конце. И вот когда общая длина у нас достигнет 18 сантиметров, 2 части нам необходимо одинакового размера, тогда мы их объединим в общее тело. Низ провяжем вторую часть, мы объединим, либо это у нас будет застежка, либо это у нас будет где-нибудь кнопочки, пуговички, это уже потом. Пока наша задача связать 2 части, в каждом ряду увеличивая в начале и в конце. Провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков. Уже расстояние для выреза ноги хорошее, а объема мало. И я решила немножко поменять тактику. То есть в 8 ряду я провязываю 2 столбика и 1, 2 и 1. То есть я чередую и делаю увеличение 2 столбика и 1, потому что нам нужно нарастить объем. Таблицы дело хорошее, но я считаю, что мы можем сами вполне себе исправить ситуацию. Провязала еще разочек 7 рядочков, прибавляем в начале и в конце. В 8 ряду прибавила через столбик 2, связала и 1, 2 и 1. И еще один ряд просто столбики с одним накидом. Это одна половинка. Вторая половинка практически то же самое, но
в 7 ряду я прибавила в каждом столбике. То есть это у меня будет попа, чуть-чуть больше. Это будет впереди часть. Теперь наша задача посмотреть, где у нас изнаночная сторона. Вот так вот, наверное, это будет. Сложили и объединили. Теперь нам нужно просто-напросто объединить вот так вот соединительным столбиком. Набрали 3 воздушные петли и вяжем по кругу до подмышек. Пока не могу сказать сколько. Просто-напросто вяжем, объединяем вот эту часть нашу. Вот. Здесь можно вообще вот этой веревочкой подвязать, которая у нас осталась, чтобы уже тоже был точно круг. Вот. И просто вяжем по кругу, как по кругу, до подмышек. Чуть позже скажу, сколько сантиметров это. Вот. Просто по кругу. Можно столбиками, хотите любым узором, тут уже на ваше усмотрение. Купила вчера боди, такое маленькое, самое маленькое по размеру, чтобы можно было ориентироваться. Вот мои трусики практически готовы. Я связала несколько рядочков после объединения. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И все, и больше не стала вязать. Вот так прикладываем. Все тут хорошо. И буквально сколько? Пару рядочков нужно довязать до проймы. Я специально купила бодик такой маленький, чтобы можно было уже точно не в сантиметрах, а уже точно по готовой вещи ориентироваться. Вот. Пару рядочков надо связать до проймы, потом отдельно вязать спинку и отдельно вязать перед. Я хочу уже поменять ниточку и сделать ее такую, вот такую травку, потому что у меня не просто боди, а именно костюм, да, цыпленок. Вот. Поэтому самого с бочка я присоединяю, и я думаю, что надо, так как ниточка она намного толще, нужно провязать будет, пропуская один столбик, следующий столбик с накидом. Вот так вот. Ряда 2 провяжем. Вот. Ряда 2 провяжем. Потом нужно будет разделить на пройму и вязать уже отдельно спинку рядочка 3-4 и полочку. Провязала 5 рядочков. Теперь разделила вязание пополам. Оно вот еще тянется так хорошо. Немножечко сузилась за счет того, что мы убрали в 2 раза, да, столбики. Теперь вяжем туда и обратно еще рядочков 5. Еще рядочков 5. И потом нужно будет горловину вывязать. И пока вяжем просто-напросто все наши столбики. 1, 2, 3. В травке лучше всего вязать поворотными рядами. Тогда видно будет. Вот они наши столбики, вот они наши столбики. А на лицевой стороне их тоже видно, но не очень. Вот вяжем. Подтянем, да, немножко наш бодик. Я его уложила, чтобы он точно снизу хорошо подходил. Все, по нему промеряем. Провязала 5 рядочков я по кругу. 5 рядочков я провязала отдельно. Это у меня перед будет. Разделила на 3 части вязание. Теперь рядочка 3 я провяжу лямочку с одной стороны и с другой. По центру мы не вяжем. Это у нас вырез будет. Вот. То есть ровно вот так на 3 части поделили. Потом также мы вяжем спинку. Точно так же. Спинка у нас будет чуть длиннее. Если впереди, допустим, рядочка 3, на спинке рядочка 4. Это вся разница. Закруглять здесь я ничего не буду, потому что в травке не видно, закругленное у вас, не закругленное. То есть мы просто вяжем 3 рядочка с одной стороны, с другой.
одну сторону мы сшиваем, а со второй стороны мы делаем просто липучку, пришиваем. То есть для того, чтобы было удобно одевать. Вот. Вот такая получается пройма. Сейчас еще немножко провяжем, и получится прям хорошая пройма. Уже будет удобно одевать. Конечно же, этот костюм можно одевать на голое тело. Пряжа очень мягенькая. Вот. А можно купить маечку, допустим, желтого цвета. Я видела в магазине, они есть. Вчера специально посмотрела в детском мире. Вот. 2 воздушные петельки сделали. Не очень удобно вязать, но приноровиться можно. Это же у нас травка. И также вяжем. Столбики наши все видать. Вот. Вяжем туда и обратно. Единственное, что на повороте я всегда делаю в самом начале не 3 петли подъема, а 2. Так аккуратнее как-то смотрится. Вот до маркера дошли. 2 воздушные петли сделали. Вот наши все столбики. Разворачиваем вязание, вяжем обратную сторону. Вот столбики видны. Вот. 3 рядочка, ниточку отрезаем, вяжем второе плечо. Это у нас плечо получается. На спинке чуть дольше, чуть больше. Сшиваем, и наш бодик готов. Если пряжи хватит, я покупала 100 грамм, я думаю, хватит. Еще хотелось бы обшить низ бодика, ну, чтобы, знаете, это прям совсем симпатично выходило. Вот так вот мы вяжем. 2 воздушные петли подъема и пошли дальше. Вот такое плечо получается. Получится с одной стороны и с другой. Вот. И еще потом вот так вот низ. Здесь вот обвязать. Но так как у нас здесь будет еще липучка, то мы обвязываем не по отдельности, а вот так вот берем и полностью по всему периметру нужно обвязать. Если хватит ниточек, вот такой красивой ниточки. Довязываем 2 плеча с одной стороны, с другой. Переходим на спинку, делаем то же самое. И бодик будет готов. Я довязала комбинезончик. Вот как у меня получилось, интересно. Давайте вспомним немножечко, да, теорию. После того, как провязали шортики, я немножко провязала травкой 5 рядочков в круговую, потом разделила вязание на 2 половинки, провязала 5 рядочков, разделила на 3 части наше вязание: плечо, плечо и тот центр, который я не вязала. Впереди я провязала по 3 столбика, по 3 рядочка столбики, на спинке связала по 4, то есть спинка чуть-чуть больше. Вот. И липучка у меня на одном плече. Одно я просто сшила. И последний штрих: обвязала ножки, но я обвязывала вот так вот полностью, потому что здесь у меня тоже липучка. Вот. И в итоге получился вот такой симпатичный костюмчик. Выслала дочери, посмотрела, она одобрила, сказала: все, ей это все, что мне надо. Вот такая у нас шапочка. Такой вот подарочек для новорожденного готов. Если вам идея понравилась, обязательно пишите комментарии, будете вязать или нет. Это прекрасный подарок абсолютно любой молодежи, кто у нас сейчас рожает. Можно связать любого цвета, любой костюмчик. Я думаю, что связано своими руками всегда здорово. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, и будем вязать вместе.